Я тоже своего рода музыкант. Музицирую на костях своих врагов. Вопросами философского направления часто озадачивают разумных существ. Такие вопросы затрагивают глубокие и сложные моменты человеческой мысли и существования. Они вызывают у нас сомнения и заставляют нас задуматься над своей сущностью и целями в жизни. Однако в этом выпуске мы затронем не проблемы философии живых, а рассмотрим философию высшей нежити, чьи интересы, ценности и восприятия в корне отличаются от нашего с вами взгляда. Темного времени суток. Вы попали в долину нежити, и мы продолжаем знакомить вас с этим проектом. Не потеряйте свою филактерию, поправьте свои скелеты в шкафу и не теряйтесь во времени. Не забывайте подписаться на канал и на другие наши ресурсы. Высшая нежить – это восставшие существа, пережившие смерть и затем ожившие благодаря особому ритуалу некромантии. Это создания, лишенные прежнего облика, плоти и чувств, которые свойственны мешкам из плоти и костей. Однако сохраняющие прежнее сознание, интеллектуальные способности и возможность мыслить. В результате потери эмоционального компонента и связанных с ним негативных аспектов, высшая нежить ощущает себя свободнее по отношению к своей прежней оболочке. Такое состояние может показаться депрессивным или безжизненным для живых. Однако высшая нежить спустя некоторое время после своего перевоплощения с радостью отказывается от физических страданий живой плоти. Оздоровление таким образом освобождает нежить от телесных неудобств и дарует способность мыслить, анализировать и существовать на более высоком уровне, раскрывая ранее неподвластные и недостижимые чертоги своего сознания. Стоит отметить, что восприятие смерти и жизни у высшей нежити значительно отличается от изначального живого восприятия. Зачастую живые страшатся и избегают смерти, видя последствия, приводящие к концу всего бытия, в том числе и своего. Для нежити проникновение собственной смерти приходит безболезненно, так как они уже пережили этот момент и заново вступили в мир живых, обретя новую форму своего существования. Такой эффект принятия напоминает обычное смирение с каким-либо другим эффектом эмоционального происшествия. Но в случае с нежитью, такой случай никак не понять живым созданием, ибо этот процесс является необратимым и свободным. Отсутствие эмоций может быть рассмотрено как преимущество, поскольку высшая нежить больше не подвержена влиянию страстей или эмоциональных колебаний, которые иногда сводят с ума живых, подталкивая на безрассудные поступки. Сосредоточившись на разуме, они способны действовать и мыслить более рационально и безупречно, но порой эти мысли могут быть аморальны и бесчеловечны. Впрочем, нежить такие пустяки более не волнуют. Свобода от физических ограничений позволяет высшей нежити жить по-иному. Они не подвержены старению или заболеваниям. Это придает им бессмертие изначальной сущности. Такая свобода также повлияла на их быт, в котором нет необходимости уделять времени заботе о своем теле или удовлетворению базовых потребностей, которые тоже отсутствуют. Философское восприятие высшей нежити к плоти и внешней красоте представляет собой интересную проблему, которая возникает из-за противоречия между свободной мыслью и разумом нежити. Высшая нежить, осознавая бессмысленность эмоций спустя эффекты своей трансформации, утрачивает свой прежний облик, чувство материального существования. Такая нежить становится чистым интеллектом, способным думать и размышлять на гораздо более высоком уровне, чем живые существа. Представители этой нежити не ограничены физическими преградами и имеют возможность расширять свое сознание и разум до границ, недоступных для живых существ. Однако, несмотря на освобождение от эмоций и прежнего облика, высшая нежить сохраняет ревностное отношение к красоте тела, что со временем оказалось утраченной. Такое проблемное восприятие выражается в дискриминации живых существ на основе их внешности. Высшая нежить может видеть в данном прекрасном обличии угрозу или воплощение превосходства, что приводит к конфликтам с живыми существами.
Естественная красота тела порой становится для них объектом зависти или отвращения. Некоторые представители высшей нежити пытаются бороться с этой проблемой. Они признают необходимость преодолеть такое предубеждение и стремятся изменить свое восприятие внешней красоты, тем самым проявляя мысль, что интеллект и разум нежити должны быть совокупными, при этом жизнь и красота находятся в безграничном многообразии форм. Высшая нежить может достичь этого путем экспериментов с новыми точками зрения, каждый раз переоценивая значимость внешнего облика. Они могут обратиться к своему интеллекту, чтобы завершить процесс преобразования и освободиться от зависимого отношения к красоте тела живых существ. Но даже среди разумной нежити находятся представители с легким убеждением предаться воле облачиться вновь в плоть и обрести на мгновение ту красоту, что была у них когда-то ранее. Понимая проблемность такого восприятия, некоторая группа высшей нежити может использовать методы, выбивающиеся за рамки человеческого понимания. Одним из таких методов стало использование тел живых существ, что удалось найти и расщепить, оставляя кожу и трепетно ее использовать, пока плоть окончательно не разложится. Нежить неизбежно приходила к выводу, что для достижения своих целей возможно обратиться к жестоким и аморальным методам. Чужая плоть и кожа стали для нежити средством восстановления пропавшей физической привлекательности. Но большинство представителей высшей знати мертвых считает слабостью такие методы удовлетворения и получения упущенных ощущений, осуждая тех, кто допустил такое зверство и низость к своему облику и статусу, предавшись воспоминаниям. В целом, философское восприятие высшей нежити к плоти и внешней красоте представляет сложную дилемму, которая должна разрешиться в ходе полного раскрытия своего интеллектуального потенциала. Высшая нежить сталкивается с проблемой своей изначальной зависимости от красоты живого телесного облика. Борьба с этой проблемой требует глубокого саморазвития и изменений в мышлении нежити, чтобы достичь более гармоничного и всеобъемлющего подхода к пониманию природной красоты.